Сейчас вы увидите процесс пошива нижнего белья для мужчин, а именно трусы-боксеры. Это одна из самых популярных вещей в мужском гардеробе. Комфортные, удобные, универсальные, и большинство мужчин как раз выбирают именно их. Ну и первое, с чего мы начнем, это с лекала. Лекало, которое вы сможете скачать абсолютно бесплатно в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, пробуйте, шейте на здоровье. Второе, это ткань. Это кулирная гладь, качество пенье, как раз именно то качество, которое я думаю, что нужно использовать для нижнего белья. Резинки, черные, белые, ну я выбрал именно такие. Вот, и нитки, ну и обязательно руки. Все, поехали создавать. Выкройка состоит из трех деталей. Это главная деталь, гульфик и ластовица. Я начинаю с того, что мне необходимо определить направление долевой нити, для того, чтобы наше изделие тянулось или растягивалось в ширину, а не в длину. Это можно проверить на кусочке ткани. Деталь располагаем таким образом, чтобы у нас с одной стороны был сгиб, как указано на выкройке. Вот он. Здесь у нас будет соединение. Трусы у нас будут без бокового шва. То есть кто-то делает... разрезает эту выкройку, ну я ее разрезать не буду, я буду делать без швов с боков. Далее вырезаем. И кстати, забыл сказать еще, что у этой выкройки все припуски уже учтены, вы можете вырезать конкретно по своему размеру, и также есть заворот на подгибку низа, то есть это обработка нижней части трусов. Далее необходимо гульфик расположить таким образом, чтобы долевая нить была вертикальна и также растягивалась в ширину. Далее гульфик располагаем на сгиб ткани. Заметили, что сгиб идет не по всей данной стороне, а он как бы уходит в сторону. Далее вот эта часть, где мы ушли со сгиба, она будет соединяться. И получится такой, как мешочек для мужского достоинства. Вот так выглядит у нас гульфик в развернутом виде. Их будет два штуки, один внутренний, второй наружный. Переходим к ластовице. Ластовицу мы вырезаем также параллельно долевой нити. То есть это вот так. То есть тянется ткань у нас лучше по горизонтали. Основные детали готовы. Ластовица, гульфик, основная главная часть. Теперь мы переходим к резинке. Вот такую резинку я красивую купил. Чтобы определить нам, какая длина нужна, мы измеряем талию и отнимаем 10% от этой цифры. И получаем тот размер, который нам нужен. Но не забываем про соединение. На него мы оставляем 2 сантиметра. Для 50 размера длина резинки составляет 80 сантиметров. Плюс 82-83 сантиметра это на соединение. Отрезаем. Теперь все детали у нас готовы, и мы переходим к сборке. Первое, что мы сделаем при сборке, это мы соединяем у гульфика вот эти части. У одной и у второй части. Просто на прямострочной машинке. Проходим аккуратно, соединяем и проходим. На конце аккуратно выходим на нет. Здесь должен быть плавный переход. Вот такой шовчик получился. С обоих сторон обязательно делаем закрепку. И здесь выходим на нет. Обязательно вот в этих местах еще нужно немного подрезать. Вот. И теперь необходимо еще проутюжить, потому что после сборки с основной частью мы уже ничего не сможем сделать, потому что подобраться к нему уже будет сложно. Теперь переходим к соединению гульфика и основной части. Берем любой гульфик
И лицом к лицу мы соединяем с передней частью трусов. Обязательно закалываем иголочками. Также на выкройке есть метки, по которым можно будет совместить. Первый гульфик мы соединили. Теперь берем второй гульфик и соединяем его с другой стороны основной части. Точно так же перекалывая булавки. И теперь обязательно нужно перепроверить, чтобы наши вот эти шовчики на гульфиках смотрели вверх, то есть наружу. Все, у нас здесь все правильно. То есть один гульфик у нас идет лицом к лицу, второй идет с одной стороны лицевая часть, вторая часть внутренняя. И теперь проходим либо на оверлоке, либо на прямострочной машине. Вот такой шов получился после соединения на оверлоке. Я уже заутюжил. Теперь делаем самое интересное. Нам необходимо запаковать основную часть вовнутрь между двумя гульфиками. Аккуратно сворачиваем и оставляем ответную часть, которую мы соединяем с двумя краями гульфиков, как с другой стороны. Так, теперь закололи. И теперь второй гульфик мы как бы огибаем основную часть и также закалываем. Закалываем те же самыми булавками. Вот такая колбаска у нас получилась. И обязательно, опять же, проверяем, чтобы наши швы на гульфиках смотрели наружу. Вот. И проходим также либо на оверлоке, либо на прямострочной машине. Вот в этом месте. Соединили. Обязательно приутюжили еще раз. И теперь выворачиваем. Выворачиваем на лицевую сторону. Вот так это получилось. Это у нас внутренняя часть. Это у нас наружная часть. Теперь переходим к соединению основной части к ластовице. Чтобы притачать ластовицу, мы берем, ложим лицевой стороной, ластовицу лицевой стороной, то есть лицом к лицу, мы скалываем к основной части. Итак, ластовицу я приколол. Теперь, так как я решил сделать ластовицу тоже двойную, берем вторую ластовицу и лицом кладу ее наверх. И также этими же булавками соединяю. И проходим на оверлоке. На оверлоке мы соединили. Обязательно нужно проутюжить. И теперь, точно так же, как с гульфиком, мы основную часть собираем в
кучку, так сказать. Теперь, чтобы нам соединить ластовицу и чтобы у нас с обоих сторон шов был закрыт, то есть чтобы они были внутри, нам необходимо сделать то же самое, что мы делали с гульфиком. Мы сворачиваем в трубочку, оставляя вот этот край снаружи. Так, теперь в первую очередь соединяем вторую часть основной детали с одним краем ластовицы. Так, соединили. И теперь второй край второй ластовицы мы соединяем с другим концом второй ластовицы. Конечно, этот момент очень сложный, но так как мы делаем качественные вещи, эта процедура необходима. Вот. И теперь второй раз мы проходим на вялоке. Получилась еще одна колбаска, и теперь мы ее выворачиваем. Вот такая ластовица двойная у нас получилась. Сейчас обязательно ее нужно будет заутюжить и обработать. Осталось обработать низ и верх. Ластовицу я приутюжил. Теперь переворачиваем, выворачиваем наизнанку. И теперь нам необходимо обработать низ. Я сейчас аккуратно заутюжу эти места и пройду на распашивальной машине. Теперь обратно выворачиваю. Обратно их заворачиваю вовнутрь. Таким образом. И на распашивальной машине пройдусь. Самое муторное, что есть в пошиве и занимает очень много времени, это как раз замена ниток. Очень много времени теряется на то, чтобы поменять нитки. Поэтому на большом производстве как раз этот процесс настраивается один раз, и на одной машинке шьется большая партия. Тем самым экономия времени очень хорошая. Вот в домашних условиях, вот я, допустим, за раз сейчас шью 3 трусов, на каждые трусы мне нужно поменять нитку, потому что цвета совершенно разные. Так, обязательно нужно проверить, прежде чем начать шить. Можно накосячить. Так, одна ниточка порвалась. Вот, уже есть какой-то косяк. Так, пробуем еще раз пройти. Обратно порвалась. То есть шовчик вот такой красивый получается, но почему-то одну ниточку рвет. Пробуем еще раз.
Да, вот красивая строчка получилась. И с одной стороны, и с другой стороны. И вот здесь на распашивалке тоже косичка, тоже красивая. Поэтому все, приступаем к обработке низа наших мужских боксеров. Я уже на распашивалке научился обрабатывать низ футболок и рукава лонгсливов. Вот, и у меня прям своя техника. У меня есть вот такой магнитик. Я его выставляю так, какой зазор мне нужен, к примеру. Сейчас я вам покажу. Чуть-чуть пропускаю нитку для того, чтобы... И вот на данный момент я беру, то есть я приутюжен низ, я его вдеваю, поднимаю лапку, и вот здесь магнитик как раз служит ограничителем. То есть я вижу, где иголочка и где у меня край подгиба. Я вот вижу, что мне надо чуть-чуть дальше вот отодвинуть и засунуть чуть глубже. Вот так, наверное. То есть на ощупь как раз вот в этом месте я прям чувствую, где проходит край заворота. Поэтому я не слепой котенок. Я прям чувствую это все. И аккуратными движениями я двигаюсь вперед. Возможно, это занимает чуть дольше времени, но другого выхода нет. На самом деле есть много лапок и направляющих, которые позволяют максимально быстро делать такие вещи. Вот, но у меня пока такого оборудования нет, но, как я уже и говорил, что я это все планирую на будущее. Все равно я их найду когда-нибудь. Может быть, у вас есть какой-то магазин, где вы точно знаете, что есть оборудование на такого рода производственного оборудования. Напишите мне, я обязательно туда либо съезжу, либо позвоню. Может быть, они мне как-то онлайн отправят то, что как раз для меня будет актуальным. Вот так это выглядит снаружи. И вот так это выглядит снутри. Ну, снутри тут я аккуратно подрежу. И все. Ну что, трусы почти готовы. Низ я обработал. Теперь переходим к пришиванию резинки. Обхват талии у меня получился, здесь я уже замерил, 90 сантиметров. Как я и говорил в начале, резинку я сделал 80 сантиметров, плюс 2 сантиметра это у меня на соединение резинки. Берем резинку, складываем лицом к лицу и на прямострочной машинке проходим одну строчку, делаем соединение. Потом после этого мы обе стороны разворачиваем и проходим еще раз с этой стороны и с этой стороны. Можно пройтись как прямой строчкой, а можно сделать зигзаг. Я решил пройти простыми стежками. Вот так красиво получилось. И вот эти части лишние мы их просто отрезаем. И все. И вот так аккуратно получилось. Далее мы резинку делим на 4 части. Закалываем булавками. Точно так же делим наши трусы на 4 части. Теперь как правильно соединить резинку и верх трусов. Мы выворачиваем резинку и подкладываем на 5-7 миллиметров от края резинки. Вот таким способом. Итак, соединили и теперь проходим мелким зигзагом по краю. Обязательно с натяжением.
Отрезаем лишние нитки и смотрим, что у нас получилось. И вот такой шов у меня получился. Мне кажется, очень красивый. Теперь заворачиваем его, подворачиваем вот таким образом. Выглядит это вот таким образом. И еще раз проходим одну строчку. Таким же мелким зигзагом проходим. Что я делаю? Я намечаю. Здесь есть метки. Я подсматриваю, какая метка для меня будет более актуальна. Это 2,5, я так понимаю, сантиметра от иглы. Ну, то есть вот она. Здесь квадратик, который типа метрики такие. И я выбираю та, которая мне подходящая. И я на ней буду ориентироваться. Выставляю на нее резинку, закрываю, делаю закрепку и пошел по всему периметру с учетом натяжения. Отрезаем лишние нитки. Сейчас обязательно нужно будет заутюжить. И трусы готовы. Вот так выглядит шов на резинке снаружи, а вот так он выглядит внутри. Ну что же тут произошло? А произошло, я сшил трусики вот такие красивые, мужские боксеры. На самом деле, я скажу, что это не самая сложная работа. Трусы мне показались даже в какой-то момент легкие по сравнению с костюмами и женским нижним бельем. Еще один уровень пройден в виде трусов боксеров. Надеюсь, нас ждет все сложнее и сложнее, интереснее и интересней, поэтому не расслабляем свои булочки, не останавливаемся, а продолжаем двигаться вперед, в светлое будущее. Поэтому подписывайтесь на канал, следите за тем, что я делаю, ставьте палец вверх, комментируйте. С вами был Юра, всем пока.